Всем привет, с вами Левша. В этом выпуске мы поговорим о самых уязвимых местах ПТ-САУ 10 уровня, когда вы стреляете им в лоб. Для тестов по пробитию я выбрал 100 мм орудие Д-54. На бронебойных снарядах его среднее бронепробитие 219 единиц, а на фугасных 50 единиц. Начнем с объекта 268. Эта ПТ-САУ не особо отличается бронированием. Тем не менее, легче всего ее пробивать в эту балку. Но не стоит стрелять как слева, так и справа этой балки. Там экраны. И все ваши попадания не нанесут заветный урон. Еще хорошо пробивается окно мехвода. Думаю, у многих возникали вопросы с пробитием 263-го объекта. Первое, что нужно знать, не пытайтесь стрелять в этот люк. Визуально он есть, но по факту его нет. Но есть у объекта и ахиллесова пята. Вот этот проем слева, справа и снизу маски орудия. Броня там 80 мм, главное попасть в нужное место. А если ваш снаряд улетит в маску, то тут скорее всего будет не пробитие, ведь экраны там 250 мм. Что касается Jagdpanzer E100, то его самое уязвимое место – это башенка, броня которой составляет 160 мм. Стреляя в нее, вы будете стабильно пробивать злую и бронированную ПТ по прозвищу Босс. Waffentrager E100 – самый картонный из всех ПТ-САУ. Конечно, если вы не стреляете в верхнюю лобовую деталь. У этой ПТ практически отсутствует хоть какая-нибудь броня в башне. Здесь рекордные показатели от 0 до 20 мм. И конечно, лучше всего стрелять по этой ПТ фугасами, если, конечно, они у вас имеются. При этом не стреляйте в орудие или в эту конструкцию. У орудия имеются экраны, и вы можете их не пробить с полным уроном. Лучше всего стрелять слева и справа по краям башни. Так вы сможете насладиться улетающими от этой ПТ очками прочности. У британской ПТ-САУ 183 ФВшки хорошо пробивается нижняя лобовая деталь. Есть еще вот это окно мехвода. Там вообще нет брони. Конечно, в него попасть не очень легко, но если вы это сделаете, то точно пробьете. На башне тоже имеется место с нулевой броней, вот оно. Также хорошо шьются щеки слева и справа от маски орудия. Броня там 127 мм. Теперь поговорим о французской ПТ-САУ 155-м фаше. Легко попадать и пробивать его в этот пулемет. По краям броня 80 мм, ну а сам пулемет 100 мм брони. Единственный совет – стрелять чуть выше и старайтесь не попадать в эту планку, иначе вы не сможете нанести урон. Также хорошо пробивается эта балка сверху. Слева и справа экраны, и лучше в них не стрелять. Причем верх балки пробить легче, там чуть меньше брони, нежели снизу. Есть еще одно место, куда вы сможете 100% пробивать эту ПТ-САУ в лоб. Вот оно. Проблема в другом. Сюда надо еще попасть. И перейдем к двум американским ПТ. Это Т-110Е3 и Т-110Е4. У Е4 легче всего пробить маленькую башенку и нижнюю лобовую деталь. Но все будет зависеть от того, под каким углом вы собираетесь стрелять. А вот Е3 практически нереально пробить. Он бронирован от А до Я. Но есть у него одно место с броней 75 мм. Вот оно, прямо под триплексами. Попасть в него не так уж и легко, но выбора-то особо и нет. Дам совет. Берите чуть правее, и шанс попасть туда, куда надо, будет гораздо выше. Да о чем говорить, если МС-1 на подкалиберных снарядах может пробивать туда Т-110Е3. Надеюсь, вам теперь будет не страшно при встрече с этими ПТ 10 уровня в рандоме. Не забывайте подписываться на наш киберспортивный канал, а также на мой YouTube канал, где я стараюсь каждый день выкладывать что-нибудь интересное. На этом все, всем пока!